Представь, ты решил получить новую профессию в сфере IT. Ты нашел школу с хорошими отзывами, приобрел дорогой курс и прошел обучение. Затем ты устроился на работу по специальности и уже через пару месяцев заработал столько же, сколько стоило обучение. В такой ситуации можно сказать, что твои вложения окупились. Окупиться значит потратить какие-то ресурсы, деньги, время, усилия, а потом вернуть их или получить от них ощутимую пользу. Например, этот проект окупился уже через полгода. Сдача квартиры в нашем городе может окупиться лет через 15. Представь, вы с друзьями отправились в поход. Природа, палатки, песни у костра. Но один из вас все время жалуется. Жарко, комары, я устал, я хочу принять душ. Кто-то не выдерживает и говорит: «Ну ты и неженка». Слово «неженка» обозначает слишком чувствительного человека, который плохо переносит дискомфорт и трудности. Это существительное общего рода. Так можно сказать и о мужчине, и о женщине. Часто используется с оттенком иронии или неодобрения. Например, родители говорят о своем сыне: «Вырастили из сына неженку». Они имеют в виду, что их сын привык к слишком комфортной жизни и не умеет переносить трудности. «Я и не думал, что ты такая неженка». Я не ожидал, что тебе так трудно переносить неудобства и что ты так остро на них реагируешь. Представь, ты несколько дней готовил отчет для важной встречи. Ты проверял каждую цифру, делал графики и таблицы, создавал презентацию. Ты очень старался и потратил на это много времени. И вот в день встречи твой начальник сообщает, что презентацию отменили и отчет больше не нужен. Ты понимаешь, что все твои усилия оказались бесполезными, то есть пошли на смарку. На смарку значит напрасно, зря, без результата. Часто употребляется с глаголами идти и пойти. Например, отпуск пошел на смарку, всю неделю стояла плохая погода. Годы тренировок пошли на смарку. Спортсмен не смог восстановиться после тяжелой травмы. Представь, ты не сделал домашнее задание, а учитель вдруг решил его не проверять. Или ты ехал в трамвае без билета, а контролер так и не появился. В такие моменты ты с облегчением вздыхаешь. Фух, пронесло. Пронести означает, что неприятность могла случиться, но в последний момент все обошлось. Например, ты снова опоздал на работу, и твой коллега предупреждает тебя. В этот раз тебя пронесло, но в следующий могут и выговор объявить. Или такая ситуация в университете после экзамена. Все еще не верится, что меня пронесло. Я уже настроилась на пересдачу, но вытянула единственный билет, который выучила. Представь, в твоем городе открылся новый ресторан. Ты зашел туда пообедать, и еда оказалась очень вкусной. Ты рассказал об этом друзьям. Они посетили это место и тоже остались довольны. Потом они посоветовали это заведение своим знакомым, а те кому-то еще. Так, без рекламы, ресторан становится популярным просто потому, что люди рассказывают о нем друг другу. Этот процесс называется сарафанным радио. Сарафанный. Это прилагательное, образованное от слова сарафан, предмет женского гардероба. И второе слово радио. Как они связаны? Считается, что выражение «сарафанное радио» появилось в СССР в 20-30-е годы XX века. В то время радио уже существовало,
но оно было доступно не всем. Новости и слухи в деревнях в основном передавались из уст в уста, чаще всего среди женщин, для которых сарафан был привычной одеждой. Поэтому первое значение этого выражения – это слухи, сплетни. Сейчас под сарафанным радио понимают бесплатную рекламу, когда довольные клиенты советуют товары, услуги, места и так далее другим людям. Например, у нас много клиентов, работает сарафанное радио. Эта парикмахерская стала популярной благодаря сарафанному радио. На этом на сегодня все. Больше информации ты можешь найти на моем сайте. Продолжим в следующем видео. Спасибо за внимание. Пока.